Так, всем еще раз привет. Зовут меня все еще Ханна, можно Рейн, можно принцесска. Собственно, для тех, кто не в курсе, я организатор проекта Роль Культ, она же игры Секта, в активном НРИ больше 20 лет. Сегодня расскажу про свои процессы приема на игры. Если захотите что-нибудь записать, записывайте, потому что, как обычно, лекция будет, на мой взгляд, достаточно информативная, такая пухленькая. Если понравится, можете поддержать меня бустом сервера или донатом на Патреоне, всегда мотивирует. Или подписаться на YouTube, например, если вы еще не сделали это. Так вот, я разделяю процесс принятия игроков и сбора пачки на 3 части. Это такая причина, по которой я соединила тему создания объявления с, собственно, нулевкой. Эти 3 процесса отсева или притирки такой с большей долей вероятности дадут мне именно тех людей, которым понравится то, что я им предлагаю. Собственно, первая часть — это заявка, объявление набора. Вторая — это представление и знакомство, там, где я разговариваю немножко с каждым игроком отдельно. Ну и третья — это нулевая сессия, где я говорю с всеми игроками вместе, как правило. Так что пойдем по порядочку. Что я делаю в наборе на игру и почему я считаю, что это все-таки неотъемлемая часть этого всего процесса? Здесь вы формируете ожидания у игрока первичные. То есть пишите объявление всегда максимально конкретно. Не просто там «я играю в ДНД, приходите все, кто хочет». Укажите систему, сеттинг, время игры, платформу, требования к игрокам. Я сейчас брошу весь списочек, который у меня обычно в чат. Вот, примерно такой. Система, как вас зовут, возраст, опыт в ролевых играх, формат, платформа, где будете играть и водить, открытая игра или закрытая, то есть принимаете ли вы читателей, слушателей, читателей. Это я как текстовик уже по привычке. Ведется ли запись для публичного доступа? Как часто и в какое время будут игры? Чего я хочу от игры как мастер? Что я могу предложить как мастер? Чего я хочу от игроков? Как держать связь с игроками, собственно, и количество. Немножко поясню по каждому пункту. Там есть некоторые нюансы. Но до этого скажу, что у нас есть сейчас довольно удобный маленький тул на сайте, в котором можно создать картиночку, изображение с самыми базовыми понятиями, о чем будет ваша игра, на что вы ориентируетесь, по крайней мере, первое время, если, допустим, это песочница. Если это кампейн или если это какой-то ваншот, то тем более это поможет дать конкретное понимание игроку по пунктикам. Поэтому я ссылку оставлю в описании. Этот тул доступен как на русском, так и на английском языке, так что не переживайте, если вы не знаете английского. Но давайте вернемся к базовому списку, что нужно указывать в наборе. Например, система, да, это ваш игровой контракт, условно. Почему это нужно указывать? Если написано, что это вампир и маскарад за Камарилью, люди будут ждать интриг, политики, какой-то личной драмы. Если это ДНДха, будут, скорее всего, ждать драк, эпичных зачисток, подземелий. Обозначить систему желательно сразу, чтобы любители махать мечом не приходили как раз на сессию, где они будут жевать сопли в таверне 3 часа. Хотя я подозреваю, что это часто происходит. Здесь же очень важно указать, есть ли хумрулы. То есть если не то, какие именно, то хотя бы их наличие и насколько их много. Потому что на этом этапе как раз отсеются те, кому система очень важна, и она не подойдет, если вдруг что-то там отсутствует. Например, вот как у меня. Во-первых, я пишу там, например, ввожу ВТМ-20 по мотивам. То есть это уже сразу показывает, что у меня очень сильно могут быть отхождения от книги правил. И пишу, что у меня полностью заменена боевка на кастомную. То есть это довольно значительное изменение. Например, вот в моем случае в этой игре, которую я привожу в пример. Так что да, далеко не все, кто играет в эту систему, пойдет после этого. Второй пунктик — имя и возраст. Ну, имя показывает общее доверие к играм, а возраст, вот здесь бы мне хотелось как раз остановиться чуть поподробнее и, наверное, закрыть какой-то мой гештальт, который у меня уже давно был на уме, что возраст в целом показывает примерный уровень знаний и возможных навыков вождения. То есть тут, как ни крути, уровень эрудированности и умение грамотно описать обстановку у 14-летнего и у 30-летнего мастера будет совершенно разный.
Сразу оговорюсь, предпочтения у людей часто выходят за рамки возраста, нет ничего в этом плохого. То есть люди разных возрастов за одним столом вполне одинаково могут валить одних и тех же монстров. Но вот примеры, да, почему возраст тоже является частью отсева игроков, которые предпочитают что-то ожидать каких-то вещей. Например, молодые мастера, они редко бывают выгоревшими к чему-то, да, каким-то событиям, каким-то системам. Такой мастер, скорее всего, вот пришел в хобби через какие-то стримы, компьютерные игры, например, и самые новые редакции систем. Они, как правило, не зажаты привычками, там, ой, мы играли 20 лет назад не так. Они легко подстроятся под какие-то новые тренды, они готовы экспериментировать с правилами. И, скорее всего, они будут делать упор на всякий драйв, экшен, яркую визуалку с роскошными монстрами, но точно не на долгие какие-то политические интриги. Просто по жизненным предпочтениям, как правило, да, опять же, в такое свойство гормонов человека. Если это там какая-то драма, то это битье посуды. Если это боевка, то она должна быть героическая. В сравнении человеку, которому там 30 плюс, какая-то драма бытовая, она будет выглядеть совершенно по-другому, если ты не какой-нибудь писатель или актер. Обычно, опять же. Вот сюда можно добавить, что у разного возраста игроков и мастеров разная поп-культура насмотренная, разные отсылки к мемам, разная реакция на конфликты за столом и в целом вообще умение управлять игровым коллективом. Да, то есть у мастера, которому 12 или 14, понятное дело, что такого навыка тут не будет. Вот, жизненный опыт и многое-многое другое. В общем, исходя из этого, вполне могу понять и нежелание определенного мастера брать какой-то конкретный возраст, либо ограничивать сверху, либо снизу, и одновременно с этим показывать, что вот мне столько-то, я хочу, например, ровесников. Примерно, плюс-минус. Вот бывают ли исключения? Конечно, бывают очень много, но на то они исключения. Опыт в ролевых играх, ну, здесь все понятно. Да, если вы готовы, что мастер будет затыкаться в правилах, чего-то не знать или просто не умеете писать локацию, ну, новичок вам вполне подойдет. Это не страшно. Если вы ищете профи, пойдете к тому, кто в системе уже активно провел, ну, хотя бы от года, как мне кажется. Формат, платформа и приложение. Игрок должен заранее знать, потянет ли его ноут, нужный софт или компьютер, готов ли он установить нужных ботов каких-то, если они вдруг необходимы, играем ли мы с вебками или только голосом. Технические барьеры — это довольно серьезная преграда для некоторых. Например, если я говорю, там, нужен хороший микрофон, процентов 5-10 людей отсеется, потому что кто-то считает, что микрофон недостаточно хорош, у кого-то микрофона вообще нет, они играют с мобильного, поэтому ситуации бывают разные. Дальше. Открытая или закрытая игра. Это вопрос безопасности и стеснения, опять же, открытости, потому что в ролевых играх люди часто могут там и орать, и плакать, и отыгрывать любовь, и что угодно. И если в канале присутствуют какие-нибудь там суровые, молчаливые зрители, еще не дай бог, кто таковые игроки могут считать Энрей-гуру для себя, или просто идет запись, например, для Ютуба. Некоторые игроки зажимаются, стесняются выдавать эмоции, играют похуже в целом. Поэтому в таких вещах, как камеры и микрофоны, которые идут куда-то для записи, да, обязательно знать до начала. В чем игра? Ну, собственно, да, тут напишите, что за мир, в чем будет завязка сюжета, все, что вы посчитаете нужным, да, кем играть, в какое время игровое, опять же, чтобы игрок понимал, приходя, в какой мир его вот сейчас окунут и как будет выглядеть примерно его персонаж. Даже если там без определенного класса, расы, какого-то клана, не знаю, не суть. Вот, то есть все, что вы можете сказать игроку. Здесь прям расписывать 100-500 абзацев не стоит. Я видела, когда много-много пишут в один пост, а то и в два, и как бы вроде и полезно прочитать. С другой стороны, когда человек читает объявления, особенно сейчас, в эпоху там тиктоков и прочего, скорее всего, не стоит настолько много. Вот чтобы в один пост влезло все. Окей, нормально. Поэтому, если хочется деталей, там обычно на платформах есть вариант добавить второй пост куда-нибудь там, вот как у нас, допустим, в тред. Либо напишет мастеру в личку, в любом случае получит эту информацию. По частоте и времени игр. Если вам важно собираться в одно и то же время, мало написать, например, там, играем по будням. Нужен периодически очень жесткий тайминг. Например, собираемся каждый четверг, там, с 7 до 11 по Москве. Вот, а игрок с плавающим графиком или привычкой опаздывать — это не ваши варианты. Увы, например, вот у меня сейчас в играх как раз только плавающий график, поэтому я тоже пишу, что каждая игра оговаривается время отдельно, по-другому, к сожалению, не получается.
Дальше пунктик, что я могу предложить как мастер. Это ваша визитная карточка как мастера. У меня, например, было так. Я водила кинематографичный шабаш антагонистов вампиров про кровь, содомию, рок-н-ролл, упрощенную боевку, которую уже упоминала, и упор на впечатления и эмоции, то есть на вот это вот дух времени. Кто хотел боевку, например, по книге правил, он сразу поймет, что ему не ко мне. В принципе, это отлично. И можно в целом написать, как вы водите. Если знаете, в каком настроении будет игра, можно это сюда добавить. То есть сюда все о себе как мастере. Например, какие у вас есть еще сильные стороны, какие слабые стороны, чего вы не приемлете как мастер. Дальше, чего хочу от игрока. Тут можно указать желаемый возраст игроков, причем, вот как упоминала, лимит либо с нижним порогом, либо с верхним, абсолютно нормально. Если вы, как мастер, сразу говорите, например, я не люблю пинать молчунов, вы должны сами проявлять активность, либо сами двигать сюжет, то безинициативный сразу вот здесь отсеется. Это такой честный социальный договор. И, на мой взгляд, чем больше вы здесь напишете, именно того, что вам нужно от игрока, тем лучше, потому что, опять же, сразу отсеете тех, кто не подходит, и сэкономите себе очень много времени. Вот почему важно. Ну и последнее, это как записаться и количество игроков. Тут можно вписать просто количество игроков и пишите в личку. Можно дописать сразу, что вам в личку писать. Например, как вас зовут, или как вам обращаться, имя, возраст, опыт в играх, какие системы играли, что привлекло внимание в объявлении. Это тоже интересно, потому что если у вас есть какие-то нюансы, например, хоум-рулы, игрок может написать, что я вот обычно играю в систему вот так, но конкретно сейчас, конкретно в этом привлекло, что у вас вот типа хоум-рулы интересные. Или что вводите вы как-то нестандартно. То есть, может быть, конкретно это привлекло, тогда сразу можно делать пометочку, что вот для этого игрока это важно. И если это вдруг какие-то жанры там в кино, книгах, играх ему нравятся, тоже можно спросить. Можно понять, какие элементы игрок хочет видеть. Об имени, возрасте можно уже спросить на моменте знакомства и в личке, в принципе. Если кому-то интересно посмотреть шаблон, что я писала для объявления, вот это был, допустим, пример моего объявления на игру. Вот на этом указывала. Да. Типа рок-н-ролльный ваншот про шабаш 80-х, настроение, пропащие ребята, почти полная тьма, вампиры Карпентера, такие отсылки прям сразу на кино идут. Игра будет буквально там день-два, получается, да, нам нужен был еще один игрок. Вот, написала, сколько мне лет, написала, что я долго играла, конкретно по этой системе, что это ваншот. Опять же, если не сможем закончить за один раз, будет 2 игры. Базовая система без там дополнительных линеек соседних, что у меня много хоумбрю, много хоумрулов, и что я даю очень много внимания эмоциональному опыту. Дальше язык был английский, и поэтому я добавила очень важную штуку, что я не носитель, что мой родной там русский и белорусский язык, так что будьте готовы к неидеальному английскому. Я реально очень много затыкаюсь, у меня маленький словарный запас, но, тем не менее, тогда я решила почему-то водить шабаш, почему-то водить на английском. Вот, сразу написала время сбора, когда нулевка, во сколько игра, чтобы народ сразу знал, может или нет, что мы играем в Дискорде. Дальше будет описание хроники, там, для испеченного шабаша, тра-та-та, что у вас будет посвящение. И в целом такой веселый рок-н-ролльный ваншотик, в общем. Дописала там немножечко еще о себе, что я записываю игры, что я вообще как мастер не терплю токсиков, душнил за правила. Вот, приходим повеселиться, даже если персонажи страдают, и что я ожидаю новых хороших друзей, людей, с которыми можно разделить хобби. Я в целом не против новичков и не против новых игроков. Вторая часть — это представление и знакомство, собственно, когда мы в личке уже игрок мне что-то написал, либо написал сразу с ответами на мои вопросы, либо написал просто «Привет, хочу поиграть», что обычно бывает, я как-то не запариваюсь на эту тему. У меня есть небольшая шаблоночка, вот как я уже там выше упоминала, имя, системы, какие жанры нравятся, почему и на что обратили внимание в моем сообщении. И игрок уже в этот момент пишет, кто он такой, как его зовут. У меня есть заготовленный пост, там я рассказываю о себе, поэтому это довольно развернутый пост, где рассказано, что я люблю, что я не люблю, что я терплю, что я не терплю, какой я вообще человек, в каком жанре, стиле я обычно вожу, где у меня сильные места, как у мастера, где у меня слабое место, как у мастера, например, что я не люблю водить. Как правило, говорю, что у меня сложно даются НПС,
поэтому их у меня в целом в играх немного. Даже если их кажется, что, ну, они живут в городе, возможно, не так часто вы будете с ними встречаться просто по моей инициативе, да, если вы сами к ним не добежите. Поэтому я играю через окружение. Ну и всегда дописываю, да, что я ценю взрослых, легких на подъем людей, которые играют ради удовольствия, с которыми легко найти общий язык и обсуждать игру. Почему пишу взрослых? Потому что это подразумевает какую-то моральную стабильность, уже устаканенность в плане своих выборов, вкусов. Что если игрок еще как существо не чувствует себя самостоятельным ни в коем разе, ну, наверное, нам будет сложно играть. Я немножко поясню. Я действительно могу разделить вот эти желания 18, 20, 30, 40, даже 50 все-таки в разные категории, потому что даже по психологии люди проходят определенные этапы в жизни, и у них определенные изменения даже биологические происходят. Я опять же не говорю про всех без исключения, да, это все-таки промежуток вот, между теми же там кризисами разного возраста. Но даже в этих промежутках между одним и другим чувствуются некоторые разные предпочтения, разный стиль. Может быть, какие-то закостенелости даже, да, среди, например, людей, у кого постарше. И вот это, наоборот, нестабильность больше для тех, кому там 17, 18, 19 и так далее. Плюс отношение к разным темам другое. То есть человек, у которого жизненного опыта побольше, он уже видел столько, что его очень мало чем часто удивить можно. И он отыгрывает, соответственно. Вот мне, например, сейчас тяжело отыгрывать некоторые сцены, потому что я как человек уже понимаю, что я это видела 1000 раз. И вот этого вау-эффекта создать в некоторых случаях ну, практически невозможно. И наоборот, в тех, кто играет первый раз, вот. Тут, наверное, да, удивляться может только тот, кто не играл до этого особо. Я скорее об этом. Поэтому даже в играх, например, типа ужастиков, я спрашиваю, а готовы ли вы бежать, орать и пугаться? Потому что есть люди, которые просто приходят на игру в определенного жанра, но они не готовы эмоционально к этому, да, они приходят посмотреть киношку, там ужастик, но на самом деле им не страшно, их ничего не впечатляет, ну, смысл тогда такого игрока брать, правильно? Это вот, кстати, один из вопросов, который можно задать в личку, если вы планируете определенный жанр. А есть ли у вас опыт в таком жанре или нет? То есть, когда человек пишет мне в личку, мы общаемся как люди, я показываю ему пост про себя, потому что, ну, смысл мне переписывать одно и то же каждый раз, когда это уже написано. Причем вылезано уже, отточено как надо. Вот, и спрашиваю у игрока, да, кто он такой. Смотрю, как это написано. Смотрю, сколько написано. Если есть возможность пообщаться голосом, можем с удовольствием созвониться, пообщаться. Буквально 5 минут мне уже по стилю, по подаче, по тембру, по темпу голоса. Да в целом даже посмотреть, какая у него техника, мне много чего будет понятно. Поэтому собирать людей и не разговаривать с ними — это плохая практика. Здесь будет очень много вероятности того, что возьмете кого попало, и шанс 50-50. Получится, либо нет. А если вы уже поговорили и понимаете, что этот человек вызывает приятные вайбы, что вы примерно хотите одного и того же, что, обсуждая идею игры, например, когда спрашиваешь, а какого персонажа бы тебе хотелось поиграть, или какой бы опыт хотелось в этой игре получить, когда ты видишь, что у человека начинают загораться глаза, он такой, я хочу вот такое-то попробовать, и это уместно в этой игре, ну все, вы можете спокойно плясать дальше, скорее всего, вам по пути. То есть здесь все, что вам важно, то, что вы у себя указали, да, протыкайте это еще раз вот с человеком, галочки поставьте, позакрывать вот эти вот вопросики. А правда ли вам нравится одинаково вот жанр, там, так далее? Не пугает ли, например, его то, что вы вводите, да, по хомеру, если он этого не упоминает никак? Если еще игрок сам говорит, что мне бы хотелось вот такое-то, такое-то поиграть, можно спросить отсылки на какие-нибудь произведения, кино, литературу, игры. Тоже будет проще потом добавить в игру. Ну, такое представление знакомства — это 5-10 минут обычно на это уделяется. Это очень быстрый процесс. Еще раз, что я задаю вопросов. Вот. Имя, возраст, опыт в играх, какие системы играли, что привлекло в объявлении, что хотелось бы испытать на игре, сыграть, какие жанры в кино, книгах, играх нравятся. И, наверное, здесь же потом, какого персонажа планируешь. Это до того, как я сведу игроков. И дальше переход уже к нулевочке. То есть, когда игроков, например, собрано чуть больше, чем нужно, можно сразу говорить, что прости, я выбрала себе игроков,
Если в следующий раз будут набирать, там отслеживая, либо уже пообещайте тогда взять этого игрочка, если он подходит на какую-то следующую игру. Ну, в общем, выбирайте тех, кто вам подходит больше всего по ощущениям, по собственным. Да, это интуиция, она все-таки у вас присутствует. И, ну, если вам кто-то нравится, зачем брать тех, кто вам не нравится? Даже если они там обещают, не знаю, что можно пообещать мастеру, да, а, какие-то нереальные вещи, лучше отложить, лучше пообщаться побольше. Можно пригласить этих же игроков, которым не получилось попасть на этот раз на игру, просто послушать. И, может быть, провести что-то еще. Особенно если вы планируете ваншот, можно сделать какой-нибудь еще ваншот, посмотреть действительно, как люди реагируют. И это, кстати, тоже хорошая практика, если игрок пишет, что ему нравятся активные игры, динамика, а вы так не водите, можете сразу об этом предупредить, а потом игрок может сказать такой: ой, так мне это не то чтобы прям чересчур сильно важно, но в целом я люблю вот так. Можно подсунуть какую-нибудь игру своей записи, подходящую, да, где есть и экшен, и что-то медленное. Или наоборот, показать, что у вас вот такое происходит немножко в другом формате. Например, у вас есть экшен, да, но он все равно как-то не настолько динамичный, что ли, как может показаться игроку. Поэтому лучше дать ему сразу пример. Или, как я делаю, тоже я зову на свои игры, хотя они совершенно бывают разные, но игрок хотя бы понимает, как я вожу, какой у меня голос, какой у меня тон, какой у меня тембр, что я обычно прошу игроков, как часто у меня броски. То есть я могу сказать, что у меня редко, да, но игрок может не представлять, что это такое. Поэтому если до игры, и я как игрок люблю это делать, и как мастер, вы все-таки слушаете игры друг друга, это классно, это замечательно. Ну, это вторая была часть. А третья часть — это, собственно, нулевочка, когда я уже подобрала тех, с кем буду играть, гарантированно. Мы сошлись по времени, мы сошлись по каким-то своим хотелочкам. И тут, кстати, когда набираем игроков, я смотрю, а как они друг с другом состыкуются, потому что была у меня такая ситуация, когда там, половина пачки хотели детектив, половина пачки хотели экшен. И я понимала, что вот по настроению они совершенно друг с другом не пляшут. И в итоге я решила разделить их, то есть на разные игры вообще. То есть одним я дала такую более мафиозную штуку, а другим более детективную. Тоже вариант. Если вдруг получается, что один человек не входит вот в этот настрой, который уже все остальные заявили, даже в отдельности. И, ну, сорян, сегодня играем не в это. Такое тоже бывает. Лучше быть честным и отсеять человека заранее, чем потом он уйдет обиженный. В нулевке, то я спрашиваю. Я сразу прохожусь по всем процессам моей будущей игры. У меня есть свой списочек. Есть еще классная штука, которая называется Play the Same Game. Там есть неплохой список того, что можно добавить к себе в нулевку. Прочитать хотя бы один разочек от начала до конца и посмотреть, что может быть из пунктов на нулевке. Это уже неплохо. То есть там собрано довольно много категорий, что может быть в нулевочке и как это выглядит. Да, что спросить у игрока. То есть как сойтись там на общем фокусе игры, на фокусе истории, да, о чем будет игра, чего хотят игроки, бегать, расследовать, убивать кого-то, там, социалить, создавать свою историю, победить эпично и так далее. То есть вот все вот эти пунктики я советую прочитать, повторять их, в принципе, не вижу смысла. Поэтому расскажу, что у меня в моих играх, например. Если у вас тоже есть что-то подобное, я прошу игроков переименовываться в ники персонажей. Я знаю, некоторые мастера просят ставить аватарочки персонажей, чтобы нагляднее было. Чем больше врола, тем лучше. Но тут опять же вопрос, а нужно вам это или нет? Поэтому вы сразу говорите тоже потом об этом. Но пройдем по порядочку. Там сначала я говорю про ники персонажей, потом говорю, вот расписание нашей игры такое-то, такое-то. И обязательно после каждого пункта стараюсь у каждого из игроков все-таки подтверждение получить, да, что в расписании игры у нас вот такое. Ни у кого ничего нет, когда игроки там могут не прийти. Дальше говорю про опоздание. Что будет, если у нас игра переносится либо отменяется? По каким причинам? И здесь все-таки, почему я предпочитаю играть с людьми, с которыми я уже чуть более знакома. Я знаю график, я знаю, что у меня процент вообще переносов и отмен игрока, он минимальнейший. Я когда слышу том, что вот на одну игру там 2-3 игрока не пришло, на вторую игру там игрок не пришел. Меня это сильно удивляет. Мне кажется, что что-то, значит, было не оговорено. Либо действительно такой, ну, случайный вариант попался, который, ну вот, не пришел и все. Совсем незнакомый человек. Но мне все-таки кажется, что что-то было не договорено на нулевке. Потому что если мастеру очень важно, чтобы игрок не опаздывал,
уделите этому внимание. Скажите, что это строгое правило, и если вы вдруг с большим риском можете не прийти, лучше не записываться на эту игру. Какие у вас правила игры, там, как кидаются кубики, навыки, как работают ваши хоум-рулы здесь уже прям конкретно по самому важному, что игроку стоит знать механически, может быть, какое-то другое заполнение чек-листа. Все здесь оговаривается. То есть вы учите игроков буквально там заполнять чарник, кидать кубы, если это нужно. Здесь идет этот процесс. Хотя, как правило, именно до этой нулевки какой-то персонаж у них уже должен быть набросан. Сейчас вот такой уже шлифовочный момент, кто эти люди будут, и ваша задача здесь в нулевке — это их уже немножечко познакомить хотя бы как игроков, если не как персонажей. Добавляю здесь еще допущения и поправки к правилам, что это все после игры. Допустим, если игроку что-то не нравится или есть какие-то вопросы, которые решаются после, они будут решаться после. Как пользоваться ботами, понятно. Еще раз проговариваю завязку игры, и мы уже конкретно дальше обсуждаем принципы нашей группы, да, что будет связывать игроков. Может ли быть у вас PvP, опять же, здесь? Потому что я в своих играх PvP не допускаю чаще всего. И сделаю так, чтобы персонажи были объединены уже до игры, либо объединены какой-то целью, либо знакомы. То есть так, чтобы они сошлись и побежали в одну сторону, занимало как можно меньше времени. Вот. Если у игроков проблем с этим нет, а у персонажей могут быть, мы сразу на месте придумываем какие-то причины, почему, как и... да, почему и как эти персонажи будут бежать вместе в одну сторону. Следующий пунктик — это сбор хотелок от игры. Конкретно от каждого персонажа, от каждого игрока я спрашиваю, что ты хочешь увидеть. Либо в сеттинге, либо в жанре, либо просто какую-то ситуацию вообще отдельно от всего. То есть, если мы берем там вампиров, там, хочу посмотреть, кто такой Шабаш, хочу побыть на Элизиуме, поговорить там, хочу попасть на вечеринку к Джованни. Если это ДНД, да, я хочу увидеть и забороть дракона. Даже такое может быть, почему нет? Хочу, например, соблазнить какую-нибудь стрёмную деваху, да, почему бы и нет? Хочу поторговаться так, чтобы, не знаю, из жопы, простите, там деньги лезли, трещали. Вот. Ну, у каждого свои гештальты, в этом плане не вижу ничего плохого. Если оно подходит, добавляйте смело это в игру. Это с большей вероятностью добавит вот этого удовольствия, которого и ждет игрок, и которое вы как мастер можете дать прямо сейчас. Уже прям готовый вариант вам дается. Вот, и я как игрок тоже прихожу часто к мастеру и говорю, я хочу, например, вот то, что я буквально вчера говорила, да, хочу эмоций. Мне не важно, что это за сеттинг, мне не важно, что это за система, я хочу впечатляться, я хочу вот девчачьих каких-то визгов, романтики, чего-то подобного. Все, мне остальное важно меньше. Ну, и у мастера есть готовый инструмент, кнопка, да, сделать круто. Все, игрок сам попросил. Вот, если вы в этом не готовы, если у вас что-то на игре не планируется, например, вы не планируете никаких драконов, тоже сразу это обсуждаете, типа, а нормально ли, если у тебя дракона не будет? Или ситуация, которая была-то у меня в игре, да, игрок пришел в маскараде победить князя города, причем не просто попытаться или там поставить это как долгосрочную цель, а прям как цель на ближайшее будущее, то я сразу говорю, что, извини, такое в этой игре не будет. Дальше. По своим спотлайтам сразу говорю, да, что и по разделениям пачки. Спотлайты у меня обычно там минут по 15, что я всегда прошу игроков подключать других, прошу не душнить, потому что я демотивируюсь, не допускаю спора за механ во время игры, если его можно избежать, если он прям не супер важный там какой-то момент, а как правило таких, ну, практически может не быть. Такие моментики, то есть свои табу как мастера оглашаю. И в это же время спрашиваю табу игроков. То есть я их специально не делаю, если они у меня запланированы и не ломают сюжет, я их убираю. Если что-то такое, что попадает в табу игрока, и эта часть игры неотъемлемая, а разные вещи бывают, поэтому, ну, увы, тогда с игроком придется попрощаться. И у меня такое было с позиции меня как игрока, потому что у меня было табу, из-за которого мастер меня просто не брал на игру, и мы оба понимаем, что, ну, было бы хуже, да, если бы он меня взял. Вот, я делала боевочку буквально недавно, и у меня уже вот был список по каждому из игроков-персонажей. Пожелание, например, было, да, зачитаю, там, экшен-боевка, вот у нас Освальд, кстати, да, привет тебе. С погонями, взлом сейфа, социального хищника поиграть, общение с фанатами, прийти разрулить какую-нибудь ситуацию. Это то, что будет на игре. Дальше там добыча какой-то информации, да, контакт селебрити, назначить громкое событие, чтобы отвлечь людей.
Гореть красиво, если будем проигрывать. Ну, это, да, хорошая штука. Здесь же дописываю табу, там детальные эротические сцены, и из его же чарника дописываю черты, которые у него в сильных сторонах, чтобы я смогла сделать так, что он эти стороны как-то применен. Да, я выписываю сразу там жесткий, остроумный, там пиротехник по химии, киноинженер, кинематограф знает хорошо, ремонт на месте, и у него есть там обилочки, да, Селера, Поттенсон, руки рисковые. Все, вот на каждого персонажа делаю такое маленькое досье, и потом смотрю, как их совместить уже на игре. То есть я это вплетаю, если этого у меня нет обязательно, потому что иначе, ну, если не сделать это как-то индивидуализированно для персонажей, если игрок сам не находит, куда себя применить, ну, будет жопа, будет прям плохо. Да, есть люди, которые готовы играть что угодно и бежать по мастерскому сюжету именно, причем неважно, подходит он, не подходит, но это скорее исключение. Человеку всегда нравится, когда он главный герой, и сделать это мастеру, зная, что входит в понятие главного героя конкретного каждого игрока, это не так сложно. Идем дальше. С чего начинается игра? Мы оговариваем личную или общую тему для каждого персонажа. Например, как и где вы встретитесь, чтобы мы знали уже конкретно вот эта точка нашей отправки. То есть если ДНД, скорее всего, это таверна, или, может быть, какая-то дорога, да, кто-то цепляет попутчика, например, 2 игрока, мы играем в роуд-муви, почему бы и нет. Для совсем новых игроков я всегда оговариваю, да, и для стареньких проговорить не помешает, что мы сыгрываемся, то это могут быть совершенно незнакомые нам люди, поэтому всегда лучше показать себя с лучшей стороны. Потому что худшую мы всегда увидим, если захотим. И по отзывам говорю, что обожаю отзывы. Это, как правило, у нас всегда есть. Отзыв тоже идет на запись, и они идут в порядке. Сначала игроки, потом я как мастер, потом, если есть какие-то гости-слушатели, если я решаю дать им слово, они тоже высказываются. Вот, формат наших отзывов, что понравилось, что не понравилось, там, что больше всего запомнилось. Дополнительно можно оценить игру там, каждого из игроков. Понравилось, не понравилось, что было прикольно, да, как было ведение мастера в целом, так, в свободной форме. И пожелания на следующую игру, если они планируются. Потому что бывает такое, что вот мы закончили на каком-то клиффхенгере, и мастеру бы не помешало знать, в какую конкретно дальше точку игроки захотят пойти, чтобы подготовить игру. Всегда добавляю, что отзывы должны быть рассчитаны на то, что не все игроки опытные, что мы не претендуем на идеальную актерскую игру или какие-то в кавычках правильные действия. Всегда прошу быть вежливым, учтивым, избегать жесткой критики, потому что никогда не знаешь, кого чем можно обидеть, и как лично к вам после этого изменится отношение. Вот. Вместо этого стараемся использовать безоценочное суждение или критику действия, а не человека. То есть неплохо сыграл, а вот здесь можно было получше, мне кажется. Вот в таком формате критика воспринимается совершенно адекватно. Вот, можно посоветовать, как исправить шероховатости или какие-то проблемные места, если они действительно были, да, поддержать что-то положительное. Ну и не бояться высказываться, наверное, во время фидбэка или после него. Если стрёмно на публику, можно в личку мастеру написать, потому что взаимопонимание мастера и игрока, оно всегда делает игру лучше. И вот эти вот держание в себе, и потом через пару сессий, когда у меня тоже была такая ситуация, игрок говорит, типа, вот, а я что-то мне тут вот не нравится, и ты думаешь, да все ж нормально было, а откуда оно вылезло? Поэтому лучше говорить сразу, что если что-то где-то не так, лучше это изменить. Вот у меня даже бывает такое, что когда мы делаем перерыв на играх, я спрашиваю, хочется ли что-то поменять, добавить, убрать. Потому что бывает даже, что мы начинаем с договоренностью о настроении игры более серьезным, а в итоге оно уже на половине игры понятно, что мы играем совершенно не то, что игра у нас вместо десятки по серьезности уползла куда-нибудь в 4, что мы там хихоньки-хахоньки устроили. И, в принципе, нас всех это устраивает. Я просто лишний раз подтвержу, а вам, ребят, нормально? Вот, если нормально, мы поехали дальше, и всем будет круто. Вот, пожалуй, как-то так. То есть, пройдя через эти 3 вещи, обычно у меня остаются игроки, которые с большей вероятностью подойдут в ту игру, которую я им готовлю. И к тому человеку, которому мне бы хотелось провести эту игру. Что делать, если я пропустил плохого, некомфортного игрока? Ну, плохой — это субъективная штука, да? Некомфортного игрока, ну, бывает, да. Идеально подобрать сразу и всех невозможно, по-моему, никогда. Тут только я повышаю вероятность того, что вы подберете тех, кого надо. Но если уж не получилось, если не катит, если не стыкуетесь, если чувствуешь, что... Ну, даже бывает такое, что ну вот голос не нравится, все, не можешь ты с этим человеком играть, можно даже не объяснять, почему. Скажешь, извини,
я, к сожалению, не могу больше продолжать тебя водить по личным причинам. Все, ты не обязан объяснять, почему. Мы все играем, нам деньги не платят чаще всего, поэтому, ну, тут сорян, разбегаемся и все. То есть по инициативе мастера, либо по инициативе игрока. Главное, чтобы это было проговорено. Или если ты, например, понимаешь, в чем проблема, хочешь это объяснить, ты можешь поговорить об этом с игроком, и игрок, может быть, это исправит. Или ты хочешь дать ему возможность как-то показать себя с другой стороны, если он, может быть, показался тебе каким-то, ну, не таким, не знаю, агрессивным, что ли. Потому что тоже разное бывает. Такой пример, да, из жизни, когда приходит игрок, играет кринжово, а потом оказывается, что он просто на стрессниках. Ну, для меня это не было проблемой, я просто заметила это, игрок от этого очень сильно тильтанул, и мы обсудили, и выяснили вот такую фишечку. Ну, бывает. То есть от этого я его и водить не перестала. Просто даю ему более мягкие ситуации, либо убираю как-то вот тот стресс, от которого он может скатиться в кринж от страха, превратиться, не знаю, в ежика. Это классно, когда человек что-то пишет, то ты думаешь, блин, круто, классно, а на практике оказывается вообще другой человек. Да, бывает и такое. А бывает и такое, что люди говорят тебе, что хотят игру а в итоге они в процессе понимают, что хотят игру Б. Или сделали персонажа А, в итоге получился персонаж Б. И если в плане персонажа, ой, я как-то не так раскидался, или ой, я играю что-то не то, может быть заметно на первой и на второй сессии, то относительно понимания самим игроком, чего он хочет, это может быть совершенно, не знаю, совершенно долгая история. И, например, у меня было такое, что я играла с человеком, и где-то уже, играя с ним несколько месяцев, я поняла, в чем прикол, почему я чувствую такой дискомфорт. Человек пришел побеждать, он пришел выигрывать ВТМ. И меня просто осенило в этот момент, и все карты, все звезды сошлись. Это было очень неочевидно. Причем, скорее всего, как для меня, так и для него самого. Я с ним не перестала играть, я просто сделала на это поправку. И все стало гораздо лучше, легче. Вопрос про построение мира на основе реального. Вот к толку киберпанк. Лучше использовать реальные исторические события, периоды и переносить их в свою игру как основу и хардлор, и при этом держа напоминалку под рукой для игрока, которые могут не знать об этом периоде. Или стоит просто держать в голове ощущение эпохи и быть более гибким в построении мира, и что из этого, на твой взгляд, больше заставляет выгорать? Я не думаю, что с этим связано выгорание. Выгорание, мне как раз вон там буквально сегодня выложила лекцию, которая была, на YouTube можно ее посмотреть. Это когда все, что я делаю, если я готовлюсь, например, водить игру по конкретному лору, и я хочу её приблизить максимально к реальному миру, я хочу знать, как называются все детальки этого доспеха, или как называлась та одежда, или каким был быт там с утра до вечера, как организовывались какие-то там, не знаю, балы. Если мне это интересно, меня это не заставит выгореть. Я трачу свой ресурс на то, что мне действительно нравится. Поэтому здесь главное понимать, вернется ли к тебе вот это вот время потраченное и усилия тем же удовольствием. А вернуться она может и не только тем, что вы получите удовольствие от игры, а тем, что, например, тебе игроки классный фидбэк дадут. То есть это заряжает очень сильно. Это вот, к слову, о пользе фидбэков. Он очень классно заряжает мастера, когда игроки развернуто рассказывают, что им понравилось, когда игроки после игры сами обсуждают что-то, что они, например, не знали. Если говорить про вопрос о мире, ты подготовил что-то, сделал какую-то интересную историю об предмете, о названии которого игроки вообще не подозревали, а исторически вот он существовал. И вы такие, о, это существует, это так прикольно, это можно вот так вот использовать, какие-то креативные решения пошли. Это такой хороший, классный движок, чтобы не выгорать. Насчет лучше или не лучше, да, обсуждайте с игроками как раз вот на нулевке, если вы еще сами не решили. Как пример, вот да, буквально вчера с Мишей обсуждали. Мы планируем играть что-то по викторианке, поствикторианке. Время не знаем пока ни я, ни он, как оно там все устроено. И такие, упси, а что играть? А что, если там Пуксвенг запорится все это из-за того, что мы не знаем времени? Тут вопрос, а игра об этом вообще или нет? Если игра о настроении, о вообще настроении эпохи, то ну и посрать, если платье названо неправильно. А если вы хотите прям один в один поиграть вот в какую-то историческую игру, то тогда вот с удовольствием оба лучше бы упоролись, там, ты и твой игрок, в изучении этой темы. Поделитесь ссылочками, поделитесь картинками. Это вдохновение, это всегда хорошо. Надеюсь, на вопрос ответила. В решении конфликтов за столом у нас вообще 2 отдельные лекции есть. Выложатся они в ближайшее время, поэтому советую просто подождать видоса. Повторять я, скорее всего, не буду. Скажу так, что когда я начала вот отсев через эти 3 уровня, звучит сурово, но на самом деле это все очень просто на человеческом уровне.
э, я стала получать гораздо больше контактов людей, с которыми действительно очень приятно играть. И мне очень приятно говорить тем, что я очень люблю своих игрочков. Вот. Это прям тема, это классно. А даже те, которые мне не подходят, я могу сказать, что, ну, со мной, скорее всего, не по пути, но я продолжу общаться. И такие тоже есть. Потому что, ну да, по каким-то определенным причинам мы не сходимся, но как человек, как игрок, обсудить какие-то наши игры, обсудить какие-то разницы в том, как водятся вещи, поделиться опытом, это тоже очень ценно. Я собираю компанию и говорю, чего я хочу от игры. Потом переадресовываю вопрос и тишина. В итоге худо-бедно один-два человека говорят примерно, остальные говорят, дальше видно будет. Ой, как тяжело. Наверное, если вдруг уже такое случилось, можно спросить, а что ты этим персонажем хочешь сыграть? Да, какие чувства, эмоции хотелось бы испытать? Или если ты создаешь персонажа, есть ли у тебя какая-то отсылка к книге, игре, фильму, например? Тогда будет понятнее хотя бы, что у игрока в голове. Может быть, он сам не знает, чего хочет, но ты знаешь, какого типа этот герой. Если тебе называют какого-то популярного героя, ну, не знаю, там, Наруто, я Наруто не знаю, сорян, то вы понимаете, что в этом Наруто было, и можете добавить какие-то элементы или какой-то кусочек жанра. К тому же, если ты видишь, что игрок не знает, что играть, и идет обсуждение от каждого, что каждый хочет, где-то на этом уровне вот те люди, с которыми я последнее время играю, а последнее время я имею в виду там год-два, они обычно присоединяются уже к тому, что было названо. То есть они видят примеры, и если им сложно из башки что-то придумать, они присоединяются к чужим идеям. И это тоже работает. Потому что почему бы и нет? Если нет своих целей, нет своей мотивации, присоединяйся к чужой. Тут тоже такой вариант есть. При этом работает и в игре тоже. Если вы не знаете, там, куда этого персонажа сейчас присунуть, возможно, у него действительно сейчас как бы закончилась арка, но игрок еще не отыграл этим персонажем, всегда можно его вбросить на помощь кому-то еще, если у него его принципы, приоритеты, в принципе, работают туда же, в ту же сторону. Если так случилось, что в процессе анонса задумал кампейн одного вида и сюжета, условная песочница в условиях небольшого города, однако получилась практически полная перестройка сюжета при ответвлении общего подхода. Лучше стопануть и начать заново или продолжить все как есть, учитывая, что фидбэк от игроков в 80% случаев положительный. Да все прекрасно, значит, просто сказать игрокам, что вот, смотрите, мы планировали вот песочницу, а в итоге у нас вот такая вот фигня получилась. Смотрите, как интересно, вроде всем нравится, давайте продолжать, наверное, и дальше. Зачем отменять? Просто если, опять же, да, здесь остановиться, утвердить, что мы сменили направление, и если всех это направление устраивает, плясать в этом направлении дальше. Я считаю, это классно, если всем нравится. Тем более, может быть, если вы немножко поиграли в песочницу или там в один стиль игры, потом он меняется, это как раз очень неплохо предотвращает от выгорания от игры. У вас меняется курс, у вас меняется даже, не знаю, стиль, жанр, что угодно. Это прикольно. Мозг перестраивается. Может получиться неудобно, если пара игроков хочет играть по викторианской Англии, а на игру пришел игрок, который хорошо знает эпоху. Эти моменты, вот если я знаю, что я слаба в истории, я оговариваю сразу. То есть либо мы играем историчку, либо мы играем фэнтезию. Хотя она и выглядит как реальный мир. Поэтому лучше оговаривать сразу, да, душнить там, у кого там, не знаю, фибуло закрывается по-другому, не по-историчному. У кого там пояс завязан по историчному, не по историчному. Или как ты это делаешь, и мастер начинает душить игрока. Опиши мне, как именно исторично ты это делаешь. Кто-то хочет играть в это, они играют в это. Им очень нравится. Поэтому главное сойтись вот в этом важном моменте. Если ты чувствуешь, что что-то, даже в обсуждении, может пойти не так, или что-то непонятно, сразу делай заметки, если, например, не можешь прям вклиниться в диалог, который сейчас идет, и обязательно поднять этот вопрос там же на нулевке. Я так делаю. То есть игрок вот дает мне информацию, да, что он хочет. И я слышу, что там что-то, что, возможно, у меня в игре не будет. И я сразу себе помечаю, жду, пока он ответит, а потом добавляю, что, типа, а если вот так, тебе нормально? Или вот такая типичная ситуация, да, игрок делает заявку, хочу, не знаю, там, соблазнить красивую бабу. И ты понимаешь, что в первой игре, скорее всего, не будет. Ты говоришь, вот в первой игре, скорее всего, не будет. Тебя ок? Потому что бывает такое, что кто-то ждет исполнения всех своих мечт прямо с первых минут, и это может вызвать дискомфортик. Да, вы можете недостаточно знать друг друга, чтобы вообще такие вопросы задать. Это абсолютно нормально, так что ничего страшного. Был ли опыт с игроками, которые делали свое плохое настроение проблемой окружающих? Если с ними продолжить играть, работать над их настроением, то стоил ли того результат? Если интересен мой личный опыт, да, было, да, работали.
Да, в целом результат того стоил. Если ты понимаешь, что игрок классный, но у него там очень живая нервная система, и если он понимает эту проблему, если он сейчас пришел, у него плохое настроение или еще что-то, или я, например, тоже человек такой довольно живой в этом плане. Если я чувствую, что у меня, простите, ПМС, и я вот не вытащу сейчас, вот я 5 минут поиграла, 10 минут поиграла, я чувствую, что я готова сожрать все, что у меня просто на пути, я напишу в личку мастеру: сорян, болею сегодня, настроение хуевое, я, наверное, выйду лучше из этой партии, извини, вот так получилось. И такое тоже было. Поэтому, ну, бывает. Вот, ну, в целом, да, я считаю, что мы закончили. Спасибо, что были здесь. Приятно видеть много людей.